Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить реально мировую мясную закуску. Это запеченная свиная грудинка или сало с мясной прослойкой. Боже мой, она такая мягкая, посмотрите, как она режется, просто как масло. Эта грудинка самая вкусная, когда холодная. Такая закуска подойдет и для праздничного стола, и как перекус на каждый день. Готовится очень просто, быстро. Это прекрасная альтернатива колбасе. Конечно, очень здорово иметь такую грудинку в запасе в морозильной камере. Когда надо, достали, и закуска у вас уже на столе. Я лично просто обожаю такую грудинку с кусочком черного хлеба. Как же это вкусно! Для моего рецепта я буду использовать вот такую замечательную грудинку. Всего вес у меня двух кусков этого мяса 2 килограмма. И сначала я приготовлю рассол. Для этого мне понадобится соль 2 столовые ложки, это примерно 40 граммов. Сахар, я использую тростниковый, можно использовать любой, 30 граммов. Лимонный сок 30 граммов. Здесь у меня где-то примерно 1,5 чайной ложки семян кориандра и анис 2 звездочки. И также здесь веточки тимьяна свежего, я купила по случаю. Конечно, это не обязательно, можно просто добавить сушеный тимьян. И хотела сказать насчет аниса. Было много комментариев в одном из блюд, которые я готовила и писала, что я использую анис. Мне пишут, что это не анис, а бадьян. И я вот вам хочу показать упаковку. Вот у меня здесь анис, я покупаю. И здесь написано, я думаю, наверное, вам видно, что это именно анис. И, конечно, для рассола понадобится еще вода, примерно 2 литра. Сделаю так называемую основу для рассола. Я поставила закипятиться 500 мл воды. В ступке немного измельчу кориандр. Вода начинает закипать, я сразу же сюда добавляю соль, сахар, добавляю анис и добавляю кориандр. Перемешиваю. Именно в горячей воде специи раскроют все свои ароматы. Если у вас есть время, вы можете закипятить сразу 2 литра воды и сделать рассол на 2 литра воды. Но так получается дольше, надо ждать очень долго, пока рассол остынет, чтобы выложить в него мясо. Добавляю сразу тимьян и вливаю лимонный сок. Довожу все до кипения и дам провариться буквально 1-2 минуты. Сразу пошли такие замечательные ароматы. Конечно, свежий тимьян пахнет просто божественно, и анис. Рассол я снимаю с плиты и дам ему настояться где-то, хотя бы минут 5-7. В миску наливаю 1,5 литра холодной воды. Выливаю в воду настоявшийся концентрированный рассол. Перемешиваю. Температура вот этого рассола сейчас получилась комнатная. И я могу сразу же сюда опустить мясо. Рассол не должен быть горячим, а комнатной температуры. И оставляю вот так постоять примерно на 1 час. Сейчас я придавлю еще сверху тарелкой, чтобы мясо не поднималось, а было полностью погружено в рассол. Для приготовления маринада мне понадобится соединю в миске соевый соус, растительное масло, все специи. Добавляю черный перец. Перемешиваю. Посмотрите, получается вот такой маринад. Чеснок и тимьян я буду добавлять позже. Грудинку достаю из рассола. Слегка обсушу бумажными полотенцами. Она так пахнет просто невероятно. И теперь хорошо натру мясо маринадом со всех сторон. Порежу чеснок вот такими достаточно крупными дольками и выкладываю сверху на грудинку.
и выкладываю веточки тимьяна. Закрываю всю эту красоту пищевой пленкой и оставлю промариноваться примерно на 1 час. Каждый кусок промаринованной грудинки перекладываю на пергаментную бумагу и хорошо упаковываю. Делаю такой плотный конверт. Я закреплю края бумаги скрепками. Конверты с мясом перекладываю на противень и отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Мясо я достала из духовки. Пахнет, конечно, все просто невероятно. Я сейчас одну грудинку открою и посмотрю, что получилось. И, конечно, хочется очень попробовать. Друзья, конечно, дождаться, когда грудинка полностью остынет, совсем не хочется. А хочется сейчас прямо кусочек попробовать и оценить. Боже мой, она такая мягкая. Посмотрите, как она режется. Просто как масло. Эта грудинка самая вкусная, когда холодная. Но я вас уверяю, сейчас вот мы с большим удовольствием съедим вот эти кусочки грудинки, даже когда они горячие. Оставляем остывать до комнатной температуры на столе, а затем отправляем в холодильник. И уже потом ее нарезаем и наслаждаемся, кто сможет дотерпеть. Грудинку я перекладываю на чистый пергамент и заворачиваю ее, чтобы она не плавала в этом соке, который там образовался. Очень здорово иметь такую грудинку в запасе в морозильной камере. Когда надо, достали, и закуска у вас уже на столе. Друзья, я себе соорудила уже такой шикарный бутерброд с черным хлебом. Сейчас буду пробовать. Ну как же это вкусно! Это просто потрясающе! Обожаю грудинку запеченную. И всем рекомендую приготовить ее по этому очень классному рецепту. Я уверена, он вам тоже понравится. Мясо получается такое нежное. Очень вкусное. Его можно есть просто губами. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!